Приветствую, это Илья. Итак, поговорим в этом видео про ложность понятия самооценки. Это как раз то понятие, которым очень часто спекулирует так называемая психология, да, и так называемые психологи. Так вот, самооценка – это ложное понятие в том смысле, что вообще любая оценка подразумевается отнесение того, что вы хотите сравнить с чем-либо или с кем-либо. То есть под чем-либо может пониматься некий стандарт, да, с которым идет сравнение. Вот. А под кем-либо это может быть там человек, либо же еще кто-то. Так вот, человек на самом деле не может низко себя ценить, так как он сам по себе индивидуален. И нельзя мерить всех людей какими-то общими критериями. То есть самооценка – это было бы правдивым понятием только в том случае, если бы все люди были бы одинаковыми. Так вот, понятие самооценки по отношению к человеку выгодно с позиции общества потребления, так как человек в этом случае начинает оценивать себя с позиции общих критериев. И тогда им очень легко манипулировать, подсовывая ему образы успешного, в кавычках, продуктивного, в кавычках, состоявшегося, в кавычках, человека. А в особенности этим пользуются разные темные личности, которые называют себя психологами. Мы меряем общими критериями людей только тогда, когда речь идет о некоем соревновании, в котором важен результат, который измеряется в чем-то определенном, будь то высота прыжка, вес штанги, длина и скорость дистанции, которую бежит спортсмен. И поэтому в обществе потребления образ человека – это нечто усредненное, не имеющее никаких индивидуальных черт. Нет ничего более глупого, чем стараться поднять какую-то там самооценку, так как уже только этим вы себя обесцениваете перед самим собой, так как сравниваете себя с образом кого-либо несуществующего, либо же сравниваете себя с неким стандартом состояния. Понятие самооценки выгодно только общественной системе, так как усредненным человеком, да, который руководствуется там всякими самооценками, намного легче управлять, давая ему свою выгодную для нее самой систему ориентиров. Но это не говорит о том, что человек должен остановить свое развитие. Человек должен осмысливать происходящее сам, а не принимать чьи-либо слова на веру.